Здравствуйте. Кто я, вы уже, наверное, знаете. И зачем мы тут сегодня собрались, наверное, тоже, но я все-таки в двух словах скажу. Форма AR11– это то, как государство знает, где вы на сегодняшний день находитесь. То есть если вы меняете место жительства, место вашего проживания, вы обязаны об этом сообщить в USCIS. Теперь второй вопрос, зачем нужна эта самая AR11 в целом? То есть, понятно, для них, для государства, а для чего это для вас? Во-первых, когда вы начнете процесс натурализации, то есть, допустим, вы будете получать свою грин-карту, они точно будут учитывать, вовремя ли вы подали эту форму. На всякий случай сроки подачи – это 10 дней после смены адреса. То есть если вы переехали, сменили ваш адрес проживания, значит, в течение 10 дней вы обязаны подать, уведомить USCIS о том, что это случилось. Если вы этого не делаете, чем это чревато для вас? Во-первых, в процессе, когда вы начнете процесс натурализации, то есть получения ваших грин-карт, они, как я уже сказала, будут учитывать, вовремя ли вы подали эту application, то есть форму. Если же вы это сделали дольше, чем в течение 10 дней, то есть несколько дней, даже, наверное, недели, они простительные, и они вряд ли будут сильно придираться, вот если это было более длительный срок, там месяца и так далее, то это негативно скажется на их решении принятия, выдать ли вам грин-карту или нет. Это первое, наверное, самое главное. Второе, что вы тоже не захотите, скорее всего, пропускать, это когда USCIS отправляет вам какие-то документы, нововведения или еще что-то в этом роде. Отправлять он будет на тот адрес, который у вас там указан, как место проживания. Поверьте, не захотите вы пропускать этих документов, потому что это может привести к каким-то судебным разбирательством. Вы можете пропустить какой-то важный этап в процессе натурализации, например, не явиться на какое-то собеседование, не предоставить вовремя каких-то документов, и все. И для того, чтобы разрулить этот вопрос, вам придется обращаться к иммиграционным адвокатам, стоимость которых я уже там ранее указывала, от $1000 за одну процедуру, за каждый шаг, который они делают, по штуке баксов, минимум. Это стартовая цена. Не знаю, может, вы, конечно, найдете подешевле, в вашем штате. Указывайте заодно, тут может кому-то пригодиться. Вот, собственно, все. 3 основных причины, 2-3, почему стоит это сделать и сделать вовремя. Теперь, какие документы для этого нужны? Во-первых, если вы меняете место жительства, то у вас должно быть доказательство того, что вы его сменили. Скорее всего, самый классный вариант – это лизинг-контракт. То есть, если вы самостоятельно начали снимать квартиру, дом или еще что-то, соответственно, вы предоставляете этот лизинг-контракт. Если же вы приобрели дом или квартиру, соответственно, вы предоставляете этот. Если не случилось ни того, ни другого, то вам, скорее всего, нужны будут несколько документов. Например, там очень сложные. Я бы вам посоветовала обратиться в такие организации, как Catholic Charities, USCRI и другие resettlement-агентства, потому что у них есть специальный документ, который подтверждает, что вы проживаете по такому-то адресу. Это был бы, наверное, самый правильный и самое быстрое решение для вас. Если я найду еще какие-то способы, я укажу под этим видео. Стоимость. Здесь самая классная новость. Это бесплатно, что бывает крайне редко в USCIS, но это бесплатно. Подача AR11 формы совершенно бесплатно. Ура, ребята! Ну и давайте тогда приступим сразу к моменту, как правильно заполнять, чтобы зря время не терять. Я прям стихами говорю. Когда вы попадаете в свой аккаунт USCIS, у вас есть в My Account в самом низу Change Your Address, сменить ваш адрес. Жмете на него, вас тут уведомляют о всяких процедурах, Change My Address, и здесь просто заполняете все формы, которые присутствуют. Шаг второй заключается в подаче нового вашего адреса проживания. Выбираете United States, указываете свой адрес проживания, пусть это будет такой адрес, номер квартиры, если вы проживаете в квартире, если это дом, то просто пропускайте эту строчку, указывайте город, штат и zip-код. После этого высвечивается окошко, подтверждающее, что вот они нашли ваш адрес, вы выбираете его. Ваше место жительства совпадает с тем адресом, на который будут приходить документы. Соответственно, выбираем «да», если да, нет, если вы хотите, чтобы документы приходили на какой-то другой адрес. Если у вас почтовый ящик отсутствует, допустим, вы можете какие-то другие на почте договориться, мейлбоксы сделать. Ну, а если у вас совпадает, просто нажимаете «yes» и двигаемся дальше, «next». В третьем шаге вы указываете свой alien номер, case information, оно автоматически у вас все здесь выстраивается, потому что у вас уже есть свой USCIS аккаунт. Нажимаем Next.
Проверяем так, чтобы нигде не было ошибок, потому что иначе будут сложности с тем, чтобы поменять. Это всегда занимает очень много времени, месяца. Вы отмечаете галочкой «Я утверждаю» под присягой, что все, что я здесь предоставил, это верно, и нажимаете кнопочку «Submit» – «Подать документы». А насколько мне известно, после этого высвечивается окошко, где вам нужно прикрепить документы. Если же нет, они могут вам отдельно отправить пожелание к тому, чтобы вы отправили нужные документы куда-то там. На этом у меня все, так что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их, как всегда, записывать там. Постараюсь в ближайшее время ответить. Наверное, у меня сейчас раз в неделю получается вам отвечать, но я стараюсь. Некоторые вопросы требуют большего времени, чтобы дать вам ответ. Все зависит от сложности вашего вопроса. Поэтому, если хотите, могу там, не знаю, как-нибудь давать знать, что я там решу в ближайшую там неделю-две. И тогда вам буду отписываться. Или просто ждите, пока я вам дам ответ. Всегда вы меня можете найти в Инстаграме, там я, наверное, быстрее всего отвечаю. Даже мои клиенты чаще всего пишут именно туда, чтобы быстрее меня достать. Ну и все, собственно, все. Хорошего вам дня и вообще жизни в Америке. Пока.